Всем привет, друзья! Один из старых трейдерских мемов говорит: «Покупай на ямках, продавай на горках». Конечно, поймать локальный минимум или максимум очень тяжело, но вот обнаружить глобальное дно или пик вполне возможно при помощи индикатора страха и жадности. Что такое индекс страха и жадности в трейдинге? Безусловно, предугадать будущее движения криптовалют со стопроцентной вероятностью очень тяжело, но все же для поиска приблизительного дна и вершинки графика вам может помочь индикатор Crypto Fear and Greed Index, который еще называют индексом страха и жадности. Он оценивает настроение масс криптоинвесторов. То, что психология поведения масс циклична и оказывает высокое влияние на рынок, давно доказано практиками. Индекс страха и жадности показывает значение чисел от 1 до сотни. Если индекс показывает 1, то это означает мощный страх на рынке и массовую распродажу активов. А если число равно сотне, то мы можем ждать коррекции рынка, поскольку люди настроены только покупать активы. Как работает данный индикатор? Крайний страх возникает, когда значение индекса находится между 0 и 24. Все, что выше 24 и ниже 50, представляет просто страх, а значение 50 означает нейтральность на рынке. Жадность возникает, когда значение индекса лежит между 51 и 74. Однако, если значение превышает 74 и составляет, например, 75 или выше, это свидетельствует о крайней жадности. Любым рынком планеты управляют прежде всего эмоции. Когда рынок резко растет, людей захватывает жадность. Им становится страшно упустить свою прибыль. Это называется FOMO. А вот когда рынок падает, людям становится страшно за свои деньги, и они на эмоциях распродают свои активы. Как рассчитывается индикатор? Индекс страха и жадности состоит из различных сигналов, которые в совокупности определяют индекс. В число сигналов входят тренды Google, опросы инвесторов, импульс рынка, доминирование биткоина, анализ социальных сетей и величина волатильности. Во-первых, для определения жадности рынка анализируются поисковые фразы. Как правило, большое количество запросов по тематике криптовалют в Google означает высокую жадность инвесторов. На анализ поисковых ключей отводится 10% от веса индекса. Исторически сложилось так, что количество запросов коррелируется с волатильностью рынка. Также учитывается фактор опроса инвесторов, на которых пришлось 15% от веса индекса. Опросы показывают настроение рынка. Еще для расчета используется аналитика импульса рынка. Это показывает способность цены удержать долгосрочный тренд и составляет 25% от веса индекса. Это исследует общий тренд криптоактивов. Также анализируется доминирование биткоина на рынке. Чем оно выше, тем меньше шансов у альткоинов. Но падение доминации говорит о росте жадности. Люди охотнее вкладывают в более рисковые криптоактивы – альты. Этой метрике отведено 10% от значения индекса. Также учитывается анализ социальных сетей. Поскольку соцсети обладают большим влиянием на рынок, по поведению людей в соцсетях также можно проанализировать настроение инвесторов. Анализируются хэштеги, упоминания, вовлеченность. Анализ проводится в Твиттере, поскольку в нем удобнее всего проводить массовый анализ с помощью нейросетей. Когда упоминаний криптовалют много и реакции на упоминания быстрые, идет рост жадности криптоинвесторов. Также эту систему дополняет анализ трендов Google, чтобы получить более объективную оценку. И, наконец, 25% от веса индекса отведено степени волатильности рынка. Как правило, волатильность сильно растет или падает на экстремальных значениях цены, поэтому не забыли и про этот фактор. Как торговать страхом и жадностью? Crypto Fear and Greed Index, как правило, применяют как внутридневной индикатор, нежели как инструмент для долгосрочных вложений. Применение индекса покажет вам текущее настроение рынка. Это дает возможность разумных инвестиций. К примеру, когда индекс показывает сильный страх инвесторов, в пику паникерам вы можете рассмотреть покупки на текущих уровнях. Не зря ведь сам Баффет сказал: «Покупай, когда на рынках льется кровь». А вот если индекс высок и приближается к 90%, вы можете рассматривать момент для фиксации прибыли и выхода в кэш. Ведь довольно часто индекс коррелирует с глобальными экстремумами цен. Внутри каждого глобального цикла роста или падения биткоина, как правило, спрятано несколько циклов страха и жадности. Да, долгосрочным инвесторам этот индекс не принесет много пользы, но зато трейдерам среднесрочным он очень пригодится. Ведь можно получать прибыль от каждого среднесрочного движения рынка, от любого направления текущего тренда. Дает ли данный индекс хороший шанс предугадать дно или пик? Если рассмотреть динамику индекса, наложенную на цену биткоина, то становится очевидно – делать обдуманные покупки на основе индекса очень даже можно. Весьма часто минимальные значения индекса наблюдаются на локальном дне значений биткоина. Хуже индикатор справляется с демонстрацией пиков биткоина.
Поэтому если и использовать индекс, то лучше это делать для набора длинных позиций. Как самому не попасть в ловушку страха и жадности? Фишка в том, что на экстремальных значениях индекса большинство теряет деньги. Вот несколько советов для вас, как самим не попасть в ловушку эмоций. Во-первых, конечно же, вам стоит торговать незначительными объемами. Если вы открыли огромный объем с большим плечом, вы сгорите эмоционально за пару часов удержания позиции, а затем закроете сделку и повезет, если закроете ее в нуле или небольшом плюсе. Все профессиональные инвесторы и трейдеры всегда измеряют риск на одну сделку и заранее определяют сумму, которую они готовы потерять. Они знают точку цены, на которой покинут рынок. Второе качество, которое понадобится вам – четкий торговый план. Иначе вы будете регулярно влетать в эмоциональные сделки, не имеющие под собой достаточного фундаментального и технического обоснования. Также обязательно вести журнал трейдера и желательно помимо торговых действий вести запись своих эмоций. Это позволит вам осознать те моменты, когда вы действуете на эмоциях и совершаете ошибку. А в психологии первый путь к победе над своей проблемой – это ее осознание. Также с помощью журнала вы сможете выявить наиболее рабочие точки входа, которые позволят вам допускать меньше ошибок в будущем. Стоит избегать стадного инстинкта и не поддаться панике или всеобщей жадности, когда кругом все только и говорят, что надо продавать или покупать биткоин. Учитесь у лучших инвесторов и трейдеров, они не поддаются эмоциям толпы. Используйте надежные источники информации, которые ведут объективно. В общем-то, на этом наш разбор индекса страха и жадности закончен. У данного метода хватает сторонников, но есть также и противники. Критики индекса считают, что все совпадения полностью случайны, и индекс не несет никакой информации. Решать вам. Наш выпуск подошел к концу. Ставьте лайк, если хотите знать больше о криптовалютах и рынке в целом. Напишите в комментариях, как вы вели себя во время прошлой коррекции. Ваши нервы выдержали? А может, вы совершили ошибки и наломали дров?